Всем привет, это Гоша Карцев, канал Гоша Карцева. Я сегодня ролик спонсирован одеждой Гошвер. Штанышки, но их мало, надеюсь, вы успели их купить. И вот толстовочка, которых тоже немного. Но надеюсь, когда выйдет это видео, их уже не будет, потому что вы молодцы. Мы сегодня долго думали, целых минут 15, что обозревать. С одной стороны, как будто бы тренды сильно надоели, с другой стороны, тренд на 2000-е, он как будто бы чуть подвинулся от начала нулевых к середине. И что у нас после середины, ребята, я не слышу. Конечно же, 2007 год. А что носили осень-зимой? Начнем с этого. Быстрая справка, какая у нас произойдет. Что происходило в культуре? 100 синглов 2007. Что происходило в 2007? Первое место. Irresistible от Beyoncé. На втором месте Umbrella от Rihanna. Ella. Это постоянная рубрика «Тверк от Карца». The Sweet Escape. Все помнят эту песню. Glamorous от Fergie. Fergalicious Step. А что за Give It? Give It To Me. Give it to me. Да, точно это она. Молодец, вы поете великолепно. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Джесси показал вам, как переводится, собственно, песня. My Love. Топовый клип, вообще топовый. Linkin Park еще был, What I've Done. Beautiful Liar, Шакира и Бейонсе. Sexy Back с Тимберлейком. Какой продуктивный вообще год. Я в 2007 начал карьеру, прикиньте. И поэтому в целом все, что тогда происходило в моде, мне супер близко. Посмотрим, вернулось ли что-то в моду или нет. Вот такая у меня сегодня задачка, не из легких. Давайте посмотрим Кристиан Диор. На тот момент управляемый Джоном Гальяно. Он прославился в Диоре своими огромными такими сложными нарядами, сценическими, неносибельными. Все визажисты ссутся от макияжа того периода Диор, потому что это делал Пэт Маград, они все очень сложные. Здесь нужно очень сильно убирать декор и стилизацию показа, чтобы воспринять вещи, потому что не всегда в его стилизациях читается сама вещь, ты обращаешь на нее внимание. Господи, как тебя зовут? Татьяна Джахилева. Потрясающая русская модель. Чалаян. Он в целом про такие очень спокойные вещи, но при этом, вот видите, он техник. У него всегда были какие-то разные эксперименты именно технологические в рамках шоу. Например, женщина разбирала стол и превращала стол в платье. Выходит дама. Всем добрый вечер, я пришла, а теперь я могу вот так. И все там так вот, дорогие. И это еще не все. Видите, у нее была такая шапка, она такая. Инспектор гаджет. Шапка прижалась. Очень некрасиво. Очень красиво. И платье очень практичное. Выехала пластиковый козырек, она такая, все, теперь я в кепке. На самом деле он новатор, потому что в целом какие-то технологичные моменты до сих пор же в те квир хотят делать. Ой, смотрите, у него блестки вывалились. Опа! Это праздник. Теперь я иду на вечеринку. Это типа, когда к маме говоришь, я с подругами просто посижу тихонечко, мама, само расстегивается. Ой, куда полезла? Куда ты полезла? Это какой-то такой технологический стриптиз. Прикинь, ты стоишь, и на тебя одежда сама плавно раздевает тебя. И вы говорите, Коперник, там они сделали платье из бумаги. Ребят, мы эту смотрим уже всю жизнь. Смотрите, на ней типа костюм, и он плавно заезжает, раздевает ее и заезжает в шляпку. И она голенькая остается. И смотри, она полетела. Это она сама делает. Да, это она нажимает на письку. И у нее оттуда. Вот, и платье Леди Гаги в шарах, смотрите, здесь тоже. Баленса. Один из самых, наверное, знаменитых модных показов. Дизайнер того периода Баленса работает Жескьер в Луи Виттоне. И этот показ я очень люблю. Это типа такое для меня вот это айконик шоу. Я тогда очень пытался все это повторить. Видите, такие штаны-галифе, пластиковые, очень крутые лего-ботинки. Баленса была одним из, наверное, самых трендообразующих для умников брендов. Еще в этом же сезоне, ну, типа, по-моему, вот в этом периоде были золотые ботфорты, такие золотые носки. Это был еще период вот этих парок. Я не знаю, помните ли вы, нет, был какой-то прикол тоже. 2 года все носили парки с мехом, это было супер модно. А есть ли такой момент, что как будто Balenciaga типа потеряла свой какой-то культурный код? Ну, то есть как будто до наших времен вообще ничего не дошло. Нет, она его просто видоизменила чуть-чуть, потому что по факту даже по стрит-демну или работа Жескьера, там главная история про архитектуру, понимаешь? И про какую-то такую, на тот момент все это было связано и с космосом, может быть, частично, какими-то всякими технологическим процессом. Какую-то историю
неофутуристичную, что ли. Окей, да, туда внедрил спортивные костюмы и худи Демна, но если там убрать весь трэш, то есть всегда какие-то интересные строящиеся платья, то есть какие-то там жакеты с какой... Вот помните то же самое пальто вот это же супер Баленца. Рената Литвинова — это скорее вот то, что сейчас носит Рената, это та часть Баленцы, которая максимально близка к ДНК. Версейс. Вот такой вот у нас макияж. Опять Татьяна Дягилева, хороша. Пожалуйста, Саша Пивоварова, моя самая любимая модель. Ужасно. Очень сильно много макияжа. Какие-то очень большие ресницы, какие-то цвета на губах. Как будто бы не модный макияж. Ну ладно, Дольче Габбана айконик 100%. Показ, который даже цитировала сейчас Ким с очень красивыми рекламными кампаниями. По-моему, это Стивен Кляйн и Стивен Майзел в тот период с ними. Но, по-моему, вот эту именно снимал Стивен Кляйн. Вот эти металлические корсеты, Жизель Бунхен идет в нем, мятые платья. Мне кажется, сейчас много таких тканей до сих пор делают. И тут такой металлический корсет с замком. То есть тогда они на замках сделали всю коллекцию. Это было самое, наверное, главное вещи. Вот эти вот все маски все активно использовали в съемках. Стилисты, конечно, визжали, хлопали в ладоши, потому что вы видите, что 2007 — это супер фотогеничная одежда. Ну, то есть та, которая не очень может быть носибельная, слишком утрированная, вот как в Диоре вы видели, но зато на съемках, понимаете, корсет или вот такой топ с сосочками выглядел хорошо. И было очень круто, смотрите, здесь какая техника, если обратить внимание, тут перья, типа это очень крупные страусиные перья, которые сверху образована форма благодаря обтянутому фатину. Нормально. Ну не страшная же Дольче Габбана, правда? Но тебе это Дольче нравится больше, чем сейчас делают? Ну конечно, хотя коллекция с кем прикольно, но то, что сейчас делают, это полный трэш. Просто я, так как в этом не разбирался тогда вообще, вот я смотрю, и мне что то хуйня, что это хуйня. Как ответить на этот вопрос? Не переоцениваешь ли ты как бы? Нет, я это не переоцениваю, потому что через 10 лет, когда мы посмотрим, скорее всего, платье Коперник бумажное на Белли Хадид будет выглядеть точно так же, как я тебе сейчас показал. Это уже культовая история. Все, это вошло в историю моды. Вы поняли мой ответ, или он занудный? Поняли или да? Прада, вижу уже Куликова, да, Куликова, тебе большое привет, ходила для Прады, потом снималась для Скугуш. Кстати, Прада остается в своем ДНК 100%. Вот и года идут, а Праду почему, например, круто покупать? Потому что она очень часто выглядит прикольно в разные промежутки времени. Ну, то есть сейчас эта коллекция абсолютно уместна. Ну вот каракулевая шуба, серый костюм, например. Хайлайт был эти чепчики. Самые модные люди считали, что ходившие в этих шапках. Мне кажется, симпатично выглядит, нет? Ну, это выглядит так, что если вы там поменяли год, я даже не понял бы, что это 2007. Может быть, обувь, может быть, макияж, может быть, сумка, да, чуть-чуть. Это могло быть и в этом году, просто это было бы чуть-чуть, наверное, попроще. И другие, может быть, были бы цвета. Ванг тогда уже был. Александр Ванг 2007-го. Господи, это топ-шоп какой-то, посмотрите. Что это такое? Ой, нифига, какая скука. Вау. А я сразу же полюбил Ванга. За что, можно узнать? Что это? Это Марк & Спенсер. Показ в торговом центре. Я думал, Ван концептуальный дизайнер. Но, видимо, у него не было бюджета тогда еще на нормальное шоу, на нормальных стилистов. Колоссальный рост. Какие сейчас они шоу закатывают. Привет, подружки. Вот она, вот это, что нас ждет в этом году, в этих годах. Вот это просто, я уверен, следующим летом или через, помяните меня, мы будем в этом щеголять. Маквин же тогда был. Что за шоу? Это Жанна Дарк, это про Жанна Дарк коллекция, точно. Какой-то здесь есть айконик, отвечаю. Мне кажется, ну вот, да, какая-то зеленая хуй. Ой, как плохо, протупее. Слушайте, а что-то интересно, ничего. Ну вот, приколы начались здесь. Сложное платье Дарья Вербова, вот, крест вам надо вот такой. Ай-яй-яй-яй. Прикольно, прикольно. Давайте детали посмотрим. Макияж Пэт Маград, наверное, да, какая-нибудь тоже делала. Ну, такой Клеопатра чуть-чуть. Бальмана не глянули. Coverage. Кто делал тогда? Кристофер де Карин. Бальман вот тогда выглядел вот так. Смотрите, все платья по пайетках и плечи, это все он виноват. Вот этот вот тренд на сексе малышек. Что-то такое простое, но при этом с какой-то вот типа диско-прикольчиком. Но Бальман тогда был просто ебического качества. Там была такая мощнейшая
ручная работа. Я помню, мы снимали. Ты просто как будто бы кутюр держишь. Это сложные, тяжелые вещи. Было невероятно всегда брать на съемки. Нам крайне редко его давали. И вещи были по 500 000. Я тут в ЦУМе видел платье Дольче Габбана. Знаете, сколько платья? Вы как думаете, сколько стоит платье Дольче Габбана? 1170, 220. Мини-платье, коротенькое. 400. 600. Платье Дольче Габбана сейчас стоит 600. Мини, не кутюрное. Цены бомба. Кельвин Кляйн делал Франциско Коста. Абсолютно непонятно, почему забытый дизайнер. Было такой вообще красивый минимализм. И с какими-то мужские коллекции были очень сильны. Видите, в тот момент все вот эту хуйню начали делать. Не дай бог они вернутся, я их ненавижу. Это так непрактично. Формы красивые, платья. Все очень стильно, спокойно. Очень мало было съемочных вещей. Ткань может быть яркая или крайне редко, когда вылезал какой-то, может, бахрома. С одной стороны, мы видели очень утрированные, массивные 2000-е вот этого периода, типа Маквина, Гальяна. Очень ярко все дерзко. С другой стороны, мы смотрели на очень простые, спокойные вещи у Кельвина, у Рафа в Джилл Сандере, у Прада. И это был такой всегда баттл модных съемок, в частности, тоже. Одни были такие помпезные, в цветах, в каких-то дорогих декорациях, а другие были просто на стенке, такая стою, как я сейчас примерно. Это айконик для меня, потому что, ребята, тогда был в Питере магазин ДГ, и они давали вещи на съемки. Я, когда мальчик с Камчатки увидел платье ДГ за 85, я его во все съемки засовывал. Все, это была коммерческая вторая линия, это типа casual от Дольче Габбана. Помните, во-первых, 2007, где Тимати худой, типа с Ксюшей Собчак с меховой жилеткой. Имеет ДГ, это как бы супер круто. Иду в клуб «Арена» в Питере, я богачка. Вот, в Ферре ходил Даня Поляков, когда это был его год. Меня, кстати, благодаря Дане Полякову взяли на работу. Вы знаете эту историю? Приехал в Петербург, было 2 стопки журналов «Собака.ру» и GQ. GQ был невероятного уровня. И было топ-100 людей России или топ-100 людей Москвы. И была фотка Данила Полякова. Он стоит в черном столе в офисе, на каблуках, в кожаных леггинсах, с рубашкой, галстуком и в корсете. Вот так вот делает фэшн-спазм, и у него между ног луч прям на зрителя. И это была просто на тот момент такая смелая фотография. То, что это GQ, суперконсервативный журнал. И когда я пришел на собеседование с утра, я поговорил с главным редактором, сказал, что я хочу работать в моде. А вечером у меня было собеседование с ним же, второе собеседование. И они что-то со мной болтают, расспрашивают, откуда я, чем я занимаюсь и прочее. И она говорит, а что тебя в последнее время впечатлило больше всего? И я просто первое, что мне всплывает в голову, я говорю, фотография Дани Полякова в GQ, там типа снятая Аней Чибисовой, я на втором курсе, мне 20 лет. Супер наглый, быдло с Камчатки. И я это рассказываю, а фэшн-директор Ксения Гостицкая, которая до сих пор там работает, начинает так течь по столу и улыбаться. Я ничего не понимаю, что это такое. И мне говорят, приходи завтра на, типа, поработаешь. Я прихожу и понимаю, что у нее на рабочем столе висит фотография Полякова. Типа вырванная прям, и типа это картинка. И благодаря как будто бы этой фотографии Дани меня точно взяли тогда после собеседования, прикиньте. Короче, вот такие были времена, нахуй. Стилизация вообще ушла в минимал, чистоту. Никому не нужны вот эти уже сложные сочетания. Здесь рубашка, сверху жилетка, сверху корсет. Ну, такое. Окей. Готье. Готье в расцвете сил. Блядь, панки. Панки, перья, блядь, клетка. Хуй. И прикиньте, это все покупали. Это носили звезды постоянно, эти меха. Это казалось очень круто. Как будто мы все смотрим немножечко Met Gala. Сейчас вот реально так кто нарядится? Что это какой-то Russian Fashion Week. Игорь Гуляев. Маржела. Вы сейчас увидите, откуда все берет Баленца. Вот это чисто маржела того периода. Посмотрите, вот как будто вы сейчас смотрите Баленцу. Типа просто платья какие-то, концептуальные чулки, носки. Вот такое, смотрите, есть. Ну тогда вот все варианты плеч. И в этом еще выходил потом, по-моему, в нескольких образах. Очень начал Канье угорать по маржеле. Неоновые эти перчатки, Ройшен Мерфи. Было супер тогда на волне. Вы знаете, что, кстати, я работал с брендом Маржела в Питере. С самим французским офисом они привозили и дублировали показ. Я вообще про это забыл. Маржела никогда не разрешал снимать бэкстейдж показа никому. Но когда они делали дубль, мы развели их на съемку на пленку, потому что на пленку тогда вообще никто не снимал. И мы на мыльницу отфоткали бэкстейдж показа, проявили, они говорят, только обязательно к нам утвердите. Мы хотели выставку сделать. И мы отправили в офис в Париже, и они сказали, да, публикуйте. С фотографом не знали, где это публиковать, искали деньги на выставку, и фотограф проявил пленку и сканы, а мы не скачали их, прикиньте. И весь проект просто проявил. Никто не знает, где он. Вот такой у меня есть проект, который никто никогда не увидит. И в конце все вышли в белых вот таких халатах с плечами. Реконс. Вот смотрите, я вот тогда не принимал Реконс, вообще не принимал этот бренд, был просто
странный бренд. Сейчас он как будто... Вот тебе нравится Recons в целом бренд? Да, да. Ну, типа, он симпатичный, он какой-то модный, его носят модные люди. Тогда это было для людей, которые провожают закат. Вот для таких, которые на Бали ездят. Но на самом деле, вот, например, моя подруга обожала Recons, Динара, диджей, привет. И она собирала прям постоянно, и в какой-то момент я думаю, ну, как бы, да, окей, она вот такая странная девушка. А сейчас ее гардероб, собранный там десятилетием уже, он такой модный. Я говорю, блин, Динара, твои платья так круто сейчас выглядят. Вот тоже бренд, но при этом посмотрите на эту вот эти вот его куртки, это был его самый главный хит. Я вот, если бы так ты мне не сказал бы, что это за бренд, я бы даже не понял, что это Recons. Да, кстати, вот те люди, которые знают современный Рик, они бы никогда в жизни, да, я думаю, тоже бы не поняли, что это Рик. И закончим мы просто айконик таким шоу сейчас. И Виктор и Рольф сделали весь показ с девушками, которые носили на себе свет на показе. Прикиньте, какая работка. Согласилась. Ой, я прошла кастинг на Виктора Рольф. Ну, здрасте, вот 15 килограмм и розетка в жопу. Это прям вообще, вот, типа, супер растянутая. И в фотосессиях это так это смотрелось. Это костюм, она вот так шла? Да. Я просто думал, что их подвешали на эту... Нет. Смотрите. Я иду и несу в народ свет. Я вообще-то лампочка, а не домохозяйка. И они еще в деревянной обуви. Прикиньте. Это издевательство какое-то. Выходи за меня, дорогая. Дорогой, мне тебя плохо видно, можешь что-нибудь придумать? Ну что могу вам сказать? 2007 в моде, оказывается, был не такой уж и... Ну просто седьмой. Какого-то разрыва фантастического мы не увидели, да? Маржела был хорош, Рио Живанши был тоже норм. Александр Ванг. Ванг, да, Александр Ванг вообще шок. Как так, да? Вот это рост. Но это наоборот круто, что он с такой начинал. Вот вы так смотрите, а потом будете смотреть, думать, делал полосатые свитера, а я потом вот так, через 10 лет скажу, пиу-пиу-пиу, видали, Ванг? Видели молодого? Какие-то вопросы есть из зала, может быть? Гоша, где купить твою одежду? Мою одежду можно купить в Гошвере. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, посмотрите, как красивая одежда на мне, очень качественная, очень. 2 ступени ручной окраски, значит. Георгий, извините, а это правда, если я поставлю колокольчик под вашим видео, то я посмотрю его самый первый? Да, абсолютно верно, Никита. Это... Чудесно! Люди не врут. А если вы напишите комментарий, то всю следующую неделю у вас будет хороший секс. Ребят! Все, пока, ребят.